Всем привет! С вами канал Пушка Гонка. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Сегодня не будет обзора в классическом его понимании. Вместо этого сегодня будет техническая серия. У моего друга Лада Веста. Неплохая, в принципе, машинка. Он радуется, то, что купил ее. Но у нее есть определенная такая проблемка. Появилась проблемка. Заскрипела, засвистела в правом колесе. Сегодня мы разберем эту ситуацию и покажем вам, как можно избавиться от этой неприятной проблемы. Поехали! Итак, сейчас Вован, будет ехать и поворачивать своими колесами, и я должен буду понять, в каком колесе у него происходит свист, справа или слева. Вот, я уже услышал. Это было правое колесо, вот это колесо является проблемным. Свист очень сильный и очень неприятный. Вот машина моего товарища. Посмотрите, какие прекрасные бампера он себе купил где-то в интернет-магазине. Как-то там он заказал их, откуда-то ему привезли. Смотрится очень даже прилично, в отличие от классических бамперов Лады Весты. Прям по-спортивному смотрится. Вот оно, злополучное правое колесо. Мы уже взяли пару домкратов, чтобы израсходовать один и воспользоваться вторым. Вот, собственно говоря, мой товарищ. Счастливый товарищ, который купил себе Ладу Весту. Он просто радуется. Сейчас он откручивает колесо, срывает болты. Далее мы поднимем все это дело на домкраты и будем смотреть, что же случилось. Откуда издается у нас неприятный свист и скрип. Вован, я надеюсь, что ты очень крепко закрепишь свой домкрат. Я думаю, потому что ничего не случится, если он немножечко будет шататься. Можно камушек подложить. Ну, если ты поставил на ручник, я думаю, ничего не случится. Но нужно быть осторожным, потому что потом поднимать будет неприятно. Хотя у нас есть второй домкрат. Куда-нибудь под крылок мы тебе подложим досечку и поднимем ее. Я надеюсь. Использую правило буравчика. С помощью правила буравчика начинаю поднимать эту чудеснейшую колесницу богов. Вова, видите, использует правило буравчика. Крути всегда вправо. Что-то заскрипело. Слышим звук подъема. Я думаю, это нормально. Посмотрите, как у нас начинает завышаться машина. Ребята, еще хочу показать вам такую приколюху. Ну, я для себя именно делал ее. Вот. У меня стоит холодильник автомобильный, и мне нужно куда-то подключаться, так как машина 2015 года, здесь дополнительных розеток не было. Ну и, во-первых, я еще скрыл вот эти ужасные, здесь были какие-то круглые усилители. В общем, я сделал вот такую вот металлическую из алюминия штуку и сделал розетку. Прикольная. Вот такая вот небольшая доработочка. Ну, смотрится неплохо, конечно, здесь отсвечивает все, но смотрится неплохо, потому что в оригинале же здесь у нас как идет? Балка такая белая? В оригинале там такая балка, да, со здоровыми дырками, ну, типа усилитель, я так понимаю. Итак, мы добились того, что мы вывесили машину, она даже вроде бы не упала у нас с домкрата, и теперь Вован снимает колесо. Надежно. Домкрат надежный, потому что он мой, у меня все надежное. Так вот. Снимаем сейчас колесо и будем смотреть, что же является причиной неприятного свиста скрипа. Как вы видели уже на видео, его даже слышно неплохо так. Итак, остался у нас один болт остался, и Вован приступит к снятию колеса. Сколько на шиномонтаже платят за снятие и установку одного колеса, ты знаешь? По сотен, наверное. По сотке, то есть неплохо можно заработать на шиномонтажке, наверное. Сняв колесо, мы посмотрели на него внимательно, и первым делом, конечно же, мы грешили на суппорт, потому что, ну, если говорить, то отступится навряд ли, потому что машина относительно, ну, как минимум она не старая. Вован говорит... ей уже 5 лет. 5 лет машина, Она да? не старая, да. Ну и не новая, конечно, но мы почему-то грешили в сторону суппорта тормозного. Вот, и при детальном рассмотрении мы пришли к выводу о том, что скрипит у нас... При детальном рассмотрении мы обнаружили такую неисправность. Пружина, которая держит колодки, вот с правой стороны, она, получается, съехала. И вот эта железочка, она трется о бортик тормозного диска и издает очень неприятный свист и звук. То есть она вон туда съехала, получается, вот видите, да, ее нужно выровнять, поставить прямо. И даже, возможно, скорее всего, вот эти штучки я загну, чтобы она туда-сюда не болталась. Вот с этой стороны, получается, вот тут вот у нас получается зазор здесь до тормозного вот зазор, диска. да, больше, а здесь он идет вообще вплотную. Да, немножечко это. Она съехала в ту сторону. Теперь она трет об эту часть тормозного диска, то есть об внешнюю часть. Я не знаю, могла ли она съехать
съехать в другую сторону, но в нашем случае она съехала в ту сторону. И вот именно вот в этом месте мы видим то, что она задевает кромку тормозного диска. Так что вы будете знать, если у вас появится такая проблема, вот как это решить. Теперь мы должны просто сдвинуть эту пружинку, вот эту вот железочку в эту сторону. Еще такой момент, ребят, стойка стабилизатора. Я поменял и купил себе с резиновыми втулками, потому что я просто замучился каждые 25 тысяч километров менять ее. Ну, посмотрим, как она себя поведет. Ну, я, честно, пока не заметил такой большой разницы, там, жестче она или мягче. Но, по крайней мере, тут, ну, ломаться нечему. Если там был металлический шарик, и он там ходил, в чем он там, да в пластмасске он в какой-то ходил. Ну, она же сложнее была. Да, он вырабатывался и начинал стучать. Тут, в принципе, тут стучать нечему. Если она, ну, максимум, что она может сделать, она ее просто вырвет. Просто странно. Я считаю, то, что та, она у тебя была, ну, как бы по такой конструкции более сложная. И, скорее всего, она должна была гасить большее количество вот колебаний. Эта же, она более простая такая, да? И я думал, то, что из-за этого машина станет прям намного жестче. Но ты этого не заметил. Ну, я не заметил, чтобы она стала жестче. Ну, ты же с двух сторон, надеюсь, поменял это все. Ну, ты же профессиональный автомеханик. Отвертка. Первым делом мы разжимаем колодки. Берем отвертку плоскую и разжимаем их вот таким методом. Вот, он засовывает туда отверточку и разжимает колодочки. Как-то в прошлый раз было. В прошлый раз было проще, да? Быстрее. Ну, вообще первый раз обычно больно. Но у тебя все пошло по маслу. Может быть, там было у тебя разработано уже? Может быть. Вот, ребята, мы открутили уже тормозной суппорт, верхний болт, и теперь мы можем, смотрите, вот так все это выглядит. И вот она злополучная, вот эта вот у нас пружинка, если так ее можно назвать. Она просто съехала в правую сторону. Она съехала во внутреннюю часть, к центру машины. Вова извлекает колодку. Покажи колодку, у тебя нормальная? Колодка, ну, понятно, чуть подальше, а то фокус. Колодки нормальные. А она вообще Сейчас. тут отдельно верхняя, кажется, отдельно нижняя. Да, вот она, сволочь такая. Вот, смотрите, он ее немножечко... Вот она, вот извлек. эта штука. Чуть-чуть подальше. Вот она и скрипела у нас. На ней есть следы вот притертости, то что она терлась? Или же их нет? Вот сбоку. Есть, да, следы? Да. Ну вот, мы видим то, что она тем местом терлась. Теперь он должен ее правильно поставить. Правильно это, чтобы она, ну, отцентровать, грубо говоря, ее. Чтобы Еще она, по ходу дела, вот здесь обломилась, поэтому она туда и съезжает. Здесь вот, а может быть и не пойдет. Ну, я думаю, цена вопроса, она невелика. Даже на Ладу Весту она будет стоить не так дорого. Сейчас Вова ее отцентрует, то есть поставит ее, ну, поровнее намного, чем она была. Спасибо, что даешь мне снимать, но да ладно. Мы же профессиональные блогеры. Смотрим. Вот так все это выглядит. Ставим ее на место. После чего в обратном порядке все это соберем. Ну, вроде бы стало уж ровнее. То есть она ни вправо, ни влево, сейчас у нас не съезжает. Она должна быть по центру, да. Да, должна быть по центру тормозного диска. Теперь все это собираем в обратном порядке. В общем, ребят, ну смотрите, мы поставили ее ровно, то есть и справа, и слева, чтобы она не касалась тормозного диска и не скрипела из-за этого. Пока что я помогал Вовану чинить его Ладу Весту. Вот, я ломал Андрюхе машину. Олег ломал мою машину. Я попросил его поменять мне свечи, так как я ему помогал когда-то с зажиганием. Спасибо Андрюхе, машина 2 недели потом, блядь. После меня 2 недели машина стояла, и он не понимал, что с ней не так. А просто мы перепутали провода высоковольтные и накинули не на те свечи. А он ездил и не понимал. Ну, если бы я это увидел, я бы сразу все это понял. Но так как он сразу уехал, помогал, блядь, потом с карбюратором. Он грозился мне сейчас при замене свечей нассать в поршневую отверстие по свечу. Тебе не стыдно? С 4-м цилиндром. Пробный заезд. Мы пробуем, будет ли сейчас скрипеть у него в этом колесе, когда он будет выворачивать его. Слушаем внимательно. Проблема. Вот он сильно выворачивает колесо. Скрипа не появляется. Сейчас он будет выпрямлять колесо. Никакого скрипа не появляется. Значит, мы правильно все сделали. Да, проблема решена.
В общем, ребята, мы справились с этой проблемой, теперь и вы будете знать, что делать, если вдруг появился вот такой неприятный скрип у вас в колесе. В переднем колесе, вероятно всего, это будет проявляться именно в передних колесах. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будут обзоры, будут ремонты, дальше будет еще интереснее.